Часто можно услышать мнение, что корейская еда это долго, дорого и проще заказать, либо купить готовую еду. Но на самом деле это не так, и сегодня я вам покажу, как легко и достаточно быстро приготовить полноценный корейский ужин всего лишь за 1 час. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, сегодня мы с вами приготовим 4 полноценных блюда, не считая кимчи и риса. Это будет простой говяжий суп с редькой под названием сокоги мугук, либо можно еще встретить название сомугук, а также 3 панчана, а именно салат из огурцов под названием ои мучим, салат из морской капусты миёк мучим, а также закуска из тофу, которая называется тубу пучим. Данный ужин мы готовим сегодня на 2 человек, поэтому устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Первым делом давайте поставим вариться рис. Я варю рис в рисоварке. Хорошо промываю несколько раз, обычно 5-6 раз. После этого заливаю водой и ставлю вариться. Воду добавляю столько же, сколько риса. На 2 мерных стакана крупы, 2 мерных стакана воды. Теперь давайте зальем сушеную морскую капусту миёк слегка теплой водой. Пусть постоит минут 15-20 и набухнет. Репчатый лук, примерно 20 граммов, нужно нарезать тоненькими полукольцами. Далее посолить парой щепоток соли и пусть тоже постоит. Таким образом уберем из него лишнюю горечь. Пока рис варится, нарежем овощи для супа. Очищенную редьку нарезаем на такие вот небольшие плоские кусочки. Чеснок надо измельчить. Делаем это с помощью ножа. Лук-порей, если большой, с толстым стеблем, то разрезаем пополам, а далее поперек. Если небольшой, то нарезаем на овальчики. Можете взять обычный зеленый лук. Теперь говядина. Лучше всего взять мякоть. Я купил уже нарезанную говядину. Но в своих видео я много раз показывал, как лучше всего нарезать ее. Либо на небольшие кубики, но лучше всего на тоненькие пластины. Теперь ставим на плиту небольшую кастрюлю или сотейник. Добавляем немного растительного масла и первым выкладываем жариться мясо. Жарим так минуты 3, регулярно помешивая. Теперь кладем чеснок, половину нарезанного зеленого лука, желательно белую часть. Зеленую часть будем добавлять в самом конце. Добавьте столовую ложку соевого соуса. Жарим так минуту, регулярно помешивая. Теперь вливаем 800 мл воды. Закидываем редьку. Добавьте столовую ложку рыбного соуса. Напоминаю вам, что все граммовки указаны в описании к этому ролику. Соль. Я добавил пару щепоток. Но вам, если мало будет, всегда можно досолить уже готовое блюдо. Как закипит, накрываем крышкой и варим так на умеренном огне 20 минут. Теперь займемся панчанами. Морскую капусту миёк промываем хорошо. Несколько раз. Воду сливаем. Она у нас прилично увеличилась в размерах. Хорошо отжимаем. Теперь промываем репчатый лук от соли. Добавляем к морской капусте. Морскую капусту надо, кстати, мелко нарезать. У меня миёк куплен сразу нарезанным. Вы же можете это сделать с помощью ножниц. А можете выложить на доску и нарезать ножом. Добавляем теперь рисовый уксус, 1 столовую ложку, сахар, половину чайной ложки, соевый соус, половину столовой ложки, щепотку соли. Хорошо перемешиваем. И первый панчан готов. Следующий панчан называется ои мучим. Нарезаем огурцы поперек на такие вот кружки. Старайтесь нарезать не слишком толсто. Посолите щепоткой соли. Теперь в миске смешайте соевый соус, красный перец кочукару, рисовый уксус, кунжутное масло, сахар. По желанию можно еще добавить пару зубчиков чеснока. Хорошо перемешайте и залейте получившимся соусом огурцы. Рекомендую еще посыпать жареными семенами кунжута.
но это по желанию. Хорошо перемешиваем. Второй панчан тоже готов. И, наконец, третья закуска. Тубу пучим. Берем тофу, сливаем в воду. Желательно подсушить его аккуратно бумажными полотенцами. Теперь нарезаем его на небольшие прямоугольники, либо квадраты. Теперь на сковороду вливаем 1-2 столовых ложек растительного масла. Разогреваем. Выкладываем тофу. И обжариваем примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Ориентируйтесь до момента, пока не появится золотистая корочка. В отдельно небольшой миске смешиваем соевый соус, сахар, измельченный чеснок и красный перец кочукару. Выкладываем тофу красиво на тарелку, сверху поливаем соусом, а также украшаем мелко нарезанным зеленым луком. Все закуски готовы. Тем временем у нас сварился рис и суп тоже готов. Подаем на стол суп горячим. Обязательно к приготовленным панчанам добавьте кимчи, а также рис. И желаю вам приятного аппетита! Друзья, как вы видите, все очень просто и быстро. Я потратил на приготовление данного ужина всего лишь 57 минут. Уверен, и вы тоже справитесь быстро. Блюда получаются очень вкусными. Я уверен, что вы и ваши близкие останетесь в восторге от этого ужина, поэтому обязательно попробуйте его приготовить. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, было полезным для вас, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и обязательно гляньте другие мои видео, а именно рецепты, либо обзоры еды и ресторанов из Южной Кореи. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и всем пока.